Ева и дом Аделаиды. Глава 1. Все началось в крошечной деревне у самого леса. Одним летним утром там появилось на свет 4 пятнистых бело-рыжих щенка. Их родители продолжали одну из самых запутанных родословных, где помимо бесстрашных терьеров смешалось с десяток пород. Щенки получились просто щенками, что ни капли не умаляло их достоинства и очарования. Ева проявила характер рано. Пока брат и сестры смотрели молочные сны, она ползала по плетеной кроватке, нюхая прутья и исследуя уголки и щели. Взрослея, она все чаще избегала щенячьей забавы ради книг, а потом и журналов по географии. Подростком часами просиживала над выпусками «Всюду носа», «Хроник странствий» или «Ветра в ушах». От их страниц пахло типографской краской и какими-то незнакомыми травами. Ева проводила лапой по фотографиям заснеженных пиков, старых маяков, городских площадей и проспектов, представляя, как там путешествует. Ее комната со временем наполнялась особенными вещами. На карте, приколотой к стене, едва ли не каждое утро появлялся новый флажок. Так намечались тропы будущих маршрутов. А рядом с глобусом и старым компасом теснились открытки с видами городов и морские ракушки, подаренные почтальонами и заезжими торговцами. Весь потолок занимало изображение созвездий. Ева любила засыпать, глядя на них. Откуда-то она знала, карта неба, когда ее понимаешь, помогает увереннее чувствовать себя на земле. Однажды она уговорила маму купить дорожный чемодан. Теперь он жил под ее кроватью. Иногда Ева вытаскивала его на свет, послушать, как щелкают железные замочки. И вот настала дата их с сестрами и братом совершеннолетия. Утреннее чаепитие со сливочно-малиновым именинным тортом получилось в этот раз не очень веселым. Папа молчал, без конца перемешивая свой чай, хоть там не было ни крошки сахара. Мама вздыхала и то смеялась невпопад, то смахивала слезы. «Желаю тебе, — сказала она наконец, — прекрасного путешествия, конечно, и вернуться домой на следующей неделе». Брат с сестрами рассмеялись, но каждый знал, такую мечту о странствиях не утолишь ни за неделю, ни даже за год. Наконец Ева скользнула в свою комнату, закинула в чемодан стопку путеводителей, дедушкин фотоаппарат с дюжиной пленок и немного личных вещей. Сняла со стены карту и отправила туда же. Она вышла на крыльцо и оглянулась на милую, знакомую до последней трещинки в стенах домов деревню. Впереди лежали дороги, которые она видела только на страницах журналов. Ей нестерпимо хотелось мчаться вперед. Чемодан в лапе казался невесомым. После проводов и долгих прощальных объятий она поднялась по ступенькам автобуса. Двери хлопнули, и родная деревня начала быстро уменьшаться в заднем окне. Собачку ждал большой город, самое непонятное и манящее место из тех, о которых она читала. Приехав туда, она сняла квартиру в центре, тесную мансарду с окошком в крыше. Круглые сутки на улицах стоял шум. В деревне ее могли потревожить разве что петухи да соседские коровы. А здесь Еве казалось, что она угодила прямо внутрь деревянного корпуса радио. Под окнами вздыхали автобусы, сигналили такси, из уличных кафе летели обрывки голосов и музыки. Ева засыпала и просыпалась под многоголосый гул. Похоже, город никогда не отдыхал, проникая даже в ее сны. Днем она мерила улицы шагами, пока подушечки лап не начинали гореть. Разглядывала фасады домов, площади, скульптуры и фонтаны, стараясь все это уместить в голове и забрать с собой. Она обошла все музеи, галереи и планетарий, побывала в театре вечерних псов и на концерте кошачьих симфоний. Наконец, обнаружив целый квартал магазинчиков с уютными старинными вещами, накупила всякой всячины. От набора крошечных серебряных вилок до гобелена с оленями.
Возможно, именно там, среди витрин, похожих на обставленные комнаты, от которых разбегались глаза, Ева поняла, что в деревню она не вернется и что непременно найдет собственный дом в одном из своих путешествий. Она слала открытки домой едва ли не каждый день. Наверное, мама с папой наполнили ими целый сундук. Так за ее спиной оставались города, городки, городишки, поселки. Каждый она исследовала с любопытством первопроходца. В каждом покупала что-то на память, оставляя покупки храниться в надежных местах. И вот когда на карте почти не осталось точек, где хотелось побывать, она оказалась в маленьком городке. Это был ее 3-й день рождения после отъезда из дома. Она брела по мощенной улочке, чистой, как после дождя. Вдыхала запах глициний, которые свисали вниз, щекоча и гладя лица прохожих. Здесь на каждом углу продавали мороженое со вкусом домашних сливок. Солнце мягко отсвечивало от желтоватых каменных стен и черепичных крыш. И река, да, река здесь была невероятного бирюзового цвета. В первый же день Ева набрела на это место. Позже она узнала, что его любят все местные жители. Шоколадница Петера, так оно называлось, была чем-то вроде сердца городка. Едва Ева переступила порог, как собственный нос заставил ее замереть у входа. Какао, терпкая гвоздика, нежный мускат, апельсиновая цедра, нотки розового масла, кокоса, миндаля и, наконец, дух только что вынутых из печи булочек и печенья. «Кажется, я попала в рай», – подумала Ева и прошла внутрь. Почтенный, добродушного вида ротвейлер в белом накрахмаленном фартуке колдовал с баночками специй. Поднимал их на свет, пристально глядел, встряхивал, нюхал, что-то бормотал и писал в толстой книжке. И Еву он не заметил, как не заметил бы сейчас и огромного Сенбернара. Ей было неловко его тревожить, она переминалась с лапы на лапу, наблюдая и глотая слюнки. Наконец не выдержала. «Здравствуйте, а можно какао?» Ротвейлер вздрогнул, выронив палочку корицы, которую перекладывал из большой банки в баночку поменьше. «О, милая, не как вы фея, такая легкая я не услышал». «Что вы?» – устало улыбнулась Ева. «Вовсе наоборот, я такая тяжелая. Еще немного и свалюсь прямо на пол. Утром, сойдя с поезда, обошла ваш город. От вокзала до набережной, от набережной до башни с часами. От башни, словом, чашка какао мне очень нужна». Петр пристально поглядел на гостью. В шоколаднице Петра не бывает просто чашки какао. «Ну как же», – растерялась собачка, – «там на вывеске написано «шоколадница». Так и есть. Каждый, кто сюда пришел, получит особенный рецепт какао, сделанный только для него или для нее, единственный в своем роде. У Евы от удивления приподнялись уши. «Ну как вы узнаете, какое какао нужно именно мне?» «Не просто именно тебе, но именно сейчас». Голос Петра прозвучал так низко, что у Евы пробежали по спине мурашки. «Расскажи-ка, чего бы тебе хотелось на самом деле?» «Да это же ясно. Наесться пирожных, выпить чашку какао, а лучше 2. И проспать до вторника», – выпалила собачка, а ее живот заурчал как нарочно. Петр расхохотался так громко и басовито, что в пузатой фаянсовой вазочке на стойке звякнули ложки. «Нет, милая, этого хочет твой желудок. А я спрашиваю про сердце. Сердце твое. Чего ему хочется такого, а чего бы ты стала счастливая?» Ева растерянно помотала головой и промямлила. «Да все хорошо, я просто хочу есть». «Точно?» – прищурившись, переспросил пес. «Ну да, а чего тут? Сделайте мне любое вкусное ваше какао. Я сегодня ведь даже не завтракала». «Вот как», – печально проговорил Петр. «Тогда вам не ко мне. Здесь за углом есть столовая. Даже что-то вроде какао там варят. Просто поесть – это туда». Собачка с изумлением наблюдала, как Петр потерял к ней интерес, отвернулся и принялся снова перебирать свои баночки специй и писать в свой блокнот.
Неужели придется уйти, не попробовав ни воздушных пирожных с черникой, ни полосатых шариков с кокосом, которые умоляют их проглотить, ни апельсинового пудинга, ни самого какао? Эх, вы, рассердилась Ева, такой негостеприимный, такой... Ладно, я уйду. Она поспешила к выходу, сглатывая противный комок, смесь усталости, голода и жгучей обиды. Схватившись за ручку двери, напоследок обернулась. Неужто он даже не посмотрит ей вслед? Но шоколадник самозабвенно изучал свои баночки и пузырьки, будто уже и не помнил про Еву. «Думаете, я не знаю, чего хочу?» – разозлившись, крикнула она. 3 года я только и делаю, что куда-то еду. Я мечтала о ветре в ушах, о дорогах, которые никогда не кончаются. Думала, вот же свобода. Не надо просыпаться в деревне, где кроме ярмарок ничего интересного. Да и те надоели. Я мечтала о вечных странствиях. Она замолчала, судорожно глотнув воздух. Но знаете, что меня само удивило? В каждом новом городе я первым делом искала не музеи. Я бродила вдоль домов и смотрела на окна. Как кто-то зажигает лампу по вечерам, накрывает на стол, и везде, в каждом уголке мира я надеялась, а может быть здесь? Или вот здесь мое место? Но отовсюду уже через несколько дней мне хотелось уехать. Всегда накатывала тоска, тянула в путь, как магнитом, и я опять и опять таскала за собой этот чемодан. Да, я хочу дом. Чтобы в нем все было сделано из того же, что и я, теста. И чтобы мне не хотелось оттуда бежать. А если уехать, то чтобы тянуло обратно. Но такого дома не существует, его не бывает. И я просто решила больше о нем не думать. И Еве было уже все равно, как она выглядит и что о ней подумает Ротвейлер. Слезы текли по щекам и падали на пол. И слова сами собой выливались наружу. Наверное, ей потом будет стыдно за свою откровенность. Но какая разница, если завтра же она уедет из этого города и зачеркнет его в своей карте и выбросит из головы. Тут она поняла, что все это время Петр, не отрывая взгляд, и как-то бесконечно по-доброму на нее смотрит, будто ему важно ее каждое слово. Она замолчала, хлюпая носом и безоружно глядя на него. «Ну вот, это уже по правде», – пробормотал он слегка виновато. «Садись-ка вон за тот столик к окну, и сейчас я сварю тебе твое какао». «Мое?» «Тихо», – поднял лапу Петр. «Дело пошло, не мешай, твой рецепт возникает. Стоит кому-то почувствовать, чего он по-настоящему хочет, как формула его какао начинает рождаться». Его лапы замелькали, перебирая баночки и коробки. Он бросал на них взгляд и то ставил обратно, то открывал и брал именно то, что нужно. «Так, я возьму какао, выросшее в предгорьях, вот это с богатым и нежным вкусом. Нагрею овсяное молоко, не давая ему закипеть. Опущу в него немного сухого апельсинового цвета и на несколько секунд лепесток розы. Молоко впитает дух сада. Затем щепотка молотого кардамона. Шоколадный порошок я сперва разведу в чашечке молока до гладкости, потом верну в ковш, чтобы вкус получился ровным и бархатистым. Так, почти готово. Теперь оно, кажется, просит липового меда, пол-ложечки. И да, 2 кристаллика морской соли. «Вы художник!» – зачарованно прошептала Ева. Ее слезы высохли, а удивление напрочь прогнало печаль. «Вы сочиняете какао, как сочиняют картины или музыку?» «Можно сказать и так, но я не знаю, откуда они берутся, то ли из моей головы, то ли прямо из воздуха». Петр, наконец, поставил перед гостьей зеленую керамическую чашку, источающую пар. Апельсиновый пудинг, печеное яблоко, кусок торта «Южная ночь» и, да, те самые полосатые шарики. И Ева взяла обеими лапами чашку и сделала глоток.
«Это самая лучшая формула на свете!» – выдохнула она. «Спасибо! Мне кажется, я могу выпить 100 таких чашек. Но как же она называется?» «А что, если тебе самой дать ей название?» – хитровато улыбнулся пес. «Вот как? Ну что ж, тогда я назову ее «Утро на террасе моего дома». Петр улыбнулся и хотел было что-то сказать, но тут дверь шоколадницы распахнулась. Громко болтая, внутрь ввалились Бобтейл и бородатый Колли, и явно пара друзей. Упитанные, лохматые, что за челками не видно глаз, они обсуждали какую-то рыбу в парковом пруду, которая их страшно развеселила. «Какая удача!» – подумала Ева, что все это время мы были одни. Иначе... Она не знала, как было бы по-другому, но точно за это время произошло что-то особенное для нее. «Петр, я думаю остаться в городе ненадолго», – сказала собачка, подойдя к нему. «Мне лучше пойти в гостиницу «Морская»? Любопытно, кстати, у вас ведь нет моря». «Морская? Да, хозяин гостиницы бывший моряк. У него не номера, а каюты», – улыбнулся Петр. «Знаешь, тебе больше подойдет Леонбергер дом, пансион тетушки Эммы. Там необычайно уютно, и можно снять комнату с завтраком». Что ж, Ева забрала чемодан с вокзала и к вечеру поселилась у пожилой Леонбергерши Эммы. В белом двухэтажном коттедже, увитом плющом, наверху нашлась свободная угловая комната. Она напоминала шкатулку цвета чайной розы и топленого молока. Светлый паркет, обои в мелкий цветочек, гербарии в рамках на стенах, диван и кресло с гнутыми ножками. Ева открыла балконную дверь, и в комнату вместе с вечерней прохладой ворвался густой сладкий запах акаций. Где-то вдалеке послышался звон городского трамвайчика.